Привет, друзья! Сегодня на моем канале не очень типичное видео. Сегодня я в гостях у моего друга Миши. Миша, привет! Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что пришли. И мы решили, что мы в настроении сегодня что-нибудь приготовить. Миш, что мы с тобой сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить очень простой рецепт баунти. Баунти, если помните, если знаете, до сих пор, да, есть такие шоколадки с кокосом внутри. Да. И вот Миша мне открыл секрет, что, оказывается, их можно приготовить дома самостоятельно. Очень легко и просто в течение 20 минут. Ну, это если верить Мише, да, занимает 20 минут. Я пока в это слабо верю, но мы проверим. Сейчас мы проведем эксперимент. Да. И я надеюсь, друзья, что после того, как вы посмотрите это видео, вы не только узнаете много полезных слов по теме готовка, да, кулинария, но и запомните интересный, простой и вкусный рецепт. Итак, Миш, скажи, пожалуйста, какие ингредиенты нам нужны для этого рецепта? Я вам даже сейчас все покажу. Хорошо, давай посмотрим. Во-первых, нам понадобятся мерные стаканчики, чтобы нам понимать пропорции всего. Мерные стаканчики, друзья. Да. У нас 4 ингредиента. Это coconut milk. То есть кокосовое молоко. Также у нас имеется coconut oil. То есть кокосовое масло. Нам понадобится темный шоколад или шоколад на ваш выбор. У нас веганский шоколад. Веганский, Миша, это что значит? Это значит, что он не содержит молочных продуктов и полностью из растительных ингредиентов. Так, то есть без молока, то есть более полезная версия шоколада получается, да? Угу. Но это не обязательно. Это можно любой использовать шоколад, какой вам нравится больше. Молочный шоколад, темный шоколад, белый. Любой. И нам понадобится главный ингредиент – кокосовая стружка. Кокосовая стружка, друзья, да? Так. Где мы будем смешивать, это блендер. Хорошо, смешиваем, да? Мы все смешиваем в блендере. Смешиваем начинку. И нам потом понадобится морозильная камера, где мы все это будем замораживать. Как мы говорим в России иногда, морозилка. Хорошо. Итак, друзья, вот уже сразу несколько полезных слов. Итак, мы будем с вами смешивать в блендере, да? Смешивать, а потом замораживать. Вы знаете слово мороз, да? Frost. Так вот, у нас есть морозильная камера. Или по-простому мы сокращаем и говорим морозилка. Да? Ну что, Миш, давай начнем? Давай Я начнем. засекаю 20 минут и не минутой больше. Хорошо. Погнали. Давай, погнали. С чего мы начнем? Что первое? Да, нам понадобится 2 мерных стакана кокосовой стружки. Так. Мы их засыпаем прямо в блендер? Да, мы все очень просто засыпаем в блендер и смешиваем. Хорошо, значит, мы засыпаем кокосовую стружку. Итак, мы засыпали, друзья. Это называется засыпать. Так. Но не путать засыпать ночью. Да, засыпать можно ночью и также засыпать что-то в блендер. Дальше. Также нам понадобится 1/4 мерного стакана кокосового масла и кокосового молока. Так. Давайте начнем с молока. Отлично. Так. И кокосовое масло. Кокосовое масло, потрясающе. Чтобы у нас все вместе хорошо смешалось, и мы могли сделать желаемую форму. Хорошо, мы еще будем лепить, да? Лепить. Хорошо, так. Шоколад мы сделаем в микроволновке. Его нужно будет предварительно растопить. И после того, как мы заморозим все на 20 минут, мы просто макнем и сможем наслаждаться баунти. Это же прекрасно. Прекрасно. Ну что, запускай. Запускаем, значит, блендер. Так, и нам нужно будет со стенок его сошкрести. Да? Наверное, видимо, да. Так называется это действие. Сошкребая их со стенок. Да. Оно быстро смешивает или не быстро, Миш? Ну, оно уже, в принципе, уже все смешало. В принципе, у нас уже все перемешано. Ой, пахнет потрясающе. Да, пахнет кокосом.
Сейчас соскребу, потому что, видишь, он как бы по стенкам делает. Но консистенция уже хорошая. Консистенция уже хорошая. Консистенция, друзья, хорошая. Так. Так, теперь мы сделаем поменьше. Скорость. Мне кажется, все То уже есть можно мы не по выкладывать. времени, да? Мы Нет. по консистенции смотрим. Да. Итак, мы перемешали кокосовое масло, кокосовое молоко и кокосовую стружку. Да. И вот у Миши тут бумага для выпекания. На которой мы будем все выкладывать, чтобы заморозить в морозильной камере. Прекрасно, давай. Так, ну что, давай, вытаскивай, не вытаскивай, высыпай на бумагу. Ничего страшного. Это божественно просто пахнет. Ну, я тоже хочу полепить, Миша. Лепи. Давай, двигайся. Давай. Как это лепить? Нам надо задача сделать какой-нибудь типа такой большой батончик, который мы потом сможем нарезать. Ну, я тоже приложу к этому руку. Вот так полеплю. У меня просто маникюр красивее, чем у тебя, Миш. Ну, это правда, не поспоришь. Так, давай я сделаю кита. Кита? Да, давай. Или в форме подводной лодки. Нет, давай мы просто сделаем батончик. Просто Уже вкусный, да? можно и без шоколада, в принципе. Хорошо, друзья, теперь мы это все переносим дело в морозилку. И... То есть оно застывает до того, как мы поливаем шоколадом? Да. То есть как бы 20 минут, все готово. То есть ты мне соврал все-таки, Миш? Можно на 15. Но то, что мы готовим с тобой, это уже минут 10. Итак, друзья, теперь мы ставим нашу массу на 20 минут в морозильную камеру. Да. И потом мы растопим шоколад и польем наш батончик шоколадом. Да, будем обволакивать. Будем обволакивать. Очень красивое слово. Ну что, Миш, мы теперь делаем? Мы высыпали примерно 300 грамм шоколада, который мы сейчас будем растапливать в микроволновке. Хорошо, друзья, растапливаем. Итак, открываем микроволновку. Да. Ставим на 30 секунд. Ага. И затем мы будем перемешивать каждые 5 секунд, чтобы шоколад у нас был жидкий. Смотрите, шоколад уже начал таять. Так, и что мы теперь будем делать? Нам нужно будет взять шпатель и перемешать шоколад, чтобы он полностью растаял. И нам нужно будет добавить чайную ложку кокосового масла, чтобы нам было легче работать с шоколадом. Я сейчас возьму прихватки, потому что... 30 секунд. Дорогие друзья, будьте осторожны, потому что тарелочка будет горячей. Не обожгите ваши ручки. Шоколад у нас полностью практически растопился. Осталось еще чуть-чуть. Но если вы видите, что он уже практически полностью жидкий. Да, жидкий шоколад. Отлично. Друзья, опасный номер. Сейчас Анна будет помогать резать нам баунти. Вот этими ручками. Так, ну что? Ну, я надеюсь, что я справлюсь, и ничего сложного. На небольшие кусочки, да, Миш, мы режем? Как Вот батончики. Так? Ой, оно, правда, застыло. Надо же. Да, первый кусочек. Так, давай побольше сделаю. Второй. Третий. Ну что, друзья, вот так получилось у нас. Пахнет очень хорошо. Да. Ну что, давай обмакивать Давайте. теперь в шоколад. Полностью. Обмакиваю. Ух! Переворачивай, быстренько. И обратно клади на Боже, бумажку. это потрясающе. Так, ну подожди, у меня... Это как у детей игра. Быстренько, раз. Так, ну, Миша, это первый раз в жизни я обмакиваю баунти в шоколад. То есть в моем детстве шоколадки просто так пойти нельзя было купить. Мы покупали ее по праздникам. Помнишь, Миша, реклама была Марс шоколадка, Да. когда они один батончик нарезали на 4 членов семьи. Помнишь? Да. Марс.
Ну, у нас, конечно, так плохо не было, но все-таки это был большой праздник. Все, последний кусок. Друзья, последний кусочек. А что, Миша, мы будем делать с остатком шоколада? Скажи, пожалуйста. Его можно съесть. Ложечкой? Можно ложечкой. Ну что, друзья, сейчас мы это поставим в холодильник на пару минут, чтобы все это схватилось, и продегустируем. Ну что, друзья, вот и готова наша баунти. Спустя 20 минут, как я и обещал. Ну, на самом деле нет. На самом деле, Миша, у нас это заняло минут, наверное, 40. Да, наверное, заняло не 40, но минут 25-30 точно, потому что вам нужно растопить шоколад. Это примерно 30 секунд, где-то 40 секунд перемешать. И где-то 5 минут уйдет, чтобы смешать ингредиенты в блендере или руками. То есть получается вместе с подготовлением все вместе минут 30. Можно уже пробовать, да? Давайте, Анна, потому что это будет ваш первый опыт. Так, ну мне нравится вот этот кусочек. Хорошо. Так, ну что? Я тоже теперь хочу Ребят, попробовать. слушайте, как это вкусно, Миша. Да. Когда кокос доходит куда надо. Друзья, посмотрите, как красиво. Ребят, ну реально очень вкусно. Темный шоколад с кокосом. Потрясающе. Друзья, в общем, мы будем есть Вот этими руками. вот этими руками. Нет, салфетками. Спасибо большое, что посмотрели наше видео. Я очень надеюсь, что вам понравилось, что вы узнали что-то новое. Я вся в шоколаде, да? Нет, но пальцы да. Ну хорошо. Но вы попробуйте сделать эти баунти дома и напишите, пожалуйста, под видео, как у вас получилось, понравилось ли вам. Напишите, действительно, нам будет очень интересно. Так что, если приготовите, дайте нам знать. Я прям буду ждать ваших отзывов. Давайте cheers, с Новым годом. Все, с Новым годом вас! Мы пьем чай из таких интересных. Зеленый. С наступившим Новым годом. С Новым годом, друзья!